Всем привет! Предлагаю приготовить простой и очень быстрый завтрак для всей семьи с лавашом. Для приготовления нам понадобится крабовое мясо или крабовые палочки, грамм 100, сыр 80-100 грамм, помидор, половинка или 1 целый, яйца 3 штуки, лаваш 1. Нам надо нарезать помидор и крабовое мясо. Начнем с крабового мяса, чтобы доска была сухая. Режем произвольными полосками, кубиками, как вы хотите. Можно вообще его даже порвать. Можно, вот смотрите, вот так, например, видите, оно замечательно и так разделяется. Можно было взять крабовые палочки, но в последнее время они какого-то вкуса, в них меньше вкуса, а в крабовом мясе вкус больше. Поэтому берем. Теперь помидор. Нарезаем его. Вот видите, этот хвостик тут такой, он нам не нужен. Мы его уберем. И сам помидор теперь нарезаем какими-то произвольными. Можно оставить и вот такими кусками. Можно сделать какими-то полосочками, квадратиками. Вот как вам понравится. Смысл, что это завтрак, и завтрак готовится быстро. Можно кубиками. Ну вот видите, такой вариант тоже возможен. Это как такими небольшими брусочками мне нравится. Достаточно крупно я нарезаю. Вы можете более мелко сделать. Теперь мы уже включили и разогреваем сковородочку. Ну вот, сковорода у меня уже разогрелась на большом достаточно огне, видите? Теперь я добавляю масло подсолнечное. И огонь можно уже уменьшить, потому что сейчас будет интересное. Укладываем лаваш прямо на донышко сковородки. Можно по краям, вот как я, здесь немножко прижимать. Видите? Вот я прижимаю края. Вот, прижала. Теперь вот сюда, в центр, мы будем вбивать яйца. Вот прямо здесь. Это же завтрак. И нам надо его готовить быстро. Вот мы и готовим. Прямо здесь. Оп. Яйца немножко посолим. Перчик добавим. Ну или какая у вас есть приправа. Вилкой это все размешаем. Аккуратненько. Не надо здесь прямо старательно вымешивать вот с большего. Видите, вот так размешали, размешали. Достаточно. Теперь сюда же выкладываем помидоры, крабовые палочки или крабовое мясо. Можно взять курочку, если у вас есть. Может, у вас колбаска, может, сосиски остались с вечера. Добавляете все смело сюда. Очень хорошо будет. Сейчас все пропечется. И у нас оставался сыр. Сыр мы будем прямо тут натирать на терку. Вот я держу его на весу и прямо сюда буду тереть. Вот этот кусочек, но не весь. Где-то больше половины, но не полностью весь. Потому что с другой стороны еще нам понадобится потом тоже сыр. Сыр берите, конечно, лучше меньше жирности. Процентов 30, 35, 40. Или если вам попался очень жирный сыр, 45-50%, то тогда доставайте его сразу из холодильника. Иначе он будет плохо натираться. Вилкой это все можно вот немножко так теперь подровнять, чтобы оно по всему легло ровненько. Теперь будем закрывать. Вот так вот. Не обязательно ровными, прямо делать ровный какой-то пирожок. Это может быть такой слегка треугольничек. Вот смотрите, у меня даже немножко он где-то может лопнуть, потому что у меня лаваш уже, я его вчера покупала, и он уже где-то у меня даже подсох чуть-чуть и начинает трескаться. Ну вот так можно продержать немножко, буквально минутку, чтобы оно взялось. Вот, уже приняло эту форму все. Теперь закрываем крышкой. И оставляем так на минуты 3. Ну вот прошло уже 3-4 минуты. Появился пар. Вот он под крышкой. Открывать будем, как бы смотрите, как я открываю быстро. И сразу переворачиваю крышку, чтобы вот эти пузырьки не стекли на сковородку и не начало все шипеть. Оп! Получилось. Вот видите, как проверить, готово ли. Надо с той стороны проверить лаваш, чтобы он уже
и стал приятного цвета. Давайте глянем. Вот, видите? Уже такого золотистого цвета. Можно переворачивать. Вот, с одной стороны лопатка, с другой стороны лопатка. Али, оп, перевернули. О, какая красота. Угу. Это еще не все. Будем продолжать украшать. У нас оставался кусочек сыра. И вот сейчас мы его здесь натрем сверху. Вот так вот равномерно распределяю я. Можно еще немножко добавить приправу. Если у вас есть зелень, внутрь в лаваш можно положить укропчик. Укроп будет очень хорошо с крабовым мясом сочетаться. Можно петрушку внутрь добавить. У меня как-то сегодня не было ни укропа, ни петрушки, зато был помидор. А вместо помидора вообще вы можете, может у вас нет помидора, ну так добавьте какой-нибудь перец или любые овощи. Главное, чтобы они сочность придавали. Будем закрывать крышкой. А вы помните, крышка была мокрая. Вот она, видите, вода. Вот, то есть нам эту воду надо вытереть. Потому что иначе, если мы сейчас будем закрывать, оно как начнет все шипеть. Хозяюшки знают, правда? О, все, крышка сухая. Теперь мы ее закрываем. И еще минутки 2, чтобы расплавился сыр, и с обратной стороны появилась корочка. Прошло уже 2 минуты. Видите, опять появились такие пузырьки. Надо открывать очень быстро. Оп, и можно выкладывать. Видите, уже сыр весь растекся, так расплавился. Вот. Ой, какой он мягкий, ароматный. Видите, как он подгибается. А лавашик какой стал мягенький. О, какой лаваш мягкий. Помните, какой он был твердый? Оп. И выкладываем. А ну-ка, посмотрите. Видите? Я не знаю, слышно ли вам, как он еще шипит, скворчит прямо на тарелке. Ой, но пахнет очень вкусно. Каким-то сливочным вкусом от лаваша идет запах. Готовится такой завтрак очень быстро, очень просто. Продукты вы берете самые простые. Если чего-то у вас нет, замените на то, что у вас есть. И буквально минут 5-6, и все, мы все сделали. И нарезали, и запекли. И с 2 сторон, и такая корочка. Будем разрезать. Как пахнет. Нарезается легко. Видите, как легко? Он мягенький весь. Давайте посмотрим в разрезе. Вам видно? Давайте еще на 1 кусочек разрежем. Какой он в разрезе. Тут видно и крабовое мяско, и вот помидорчик, вот. Тут сыр, и вот там немножко яйцо видно. И оно очень мягкое, сверху сыр. Будем пробовать? На вот такую большую порцию завтрака у меня пошло всего грамм 80 крабовых палочек. То есть я купила пачку 200 грамм. Вот смотрите, у меня еще осталось. Поделила ее так на 3 части. Вот одну половинку вчера израсходовала, вторую сегодня. И вот у меня еще осталась половинка. Может, я куда-то еще захочу израсходовать, а может, так скушаем. То есть не надо здесь много продуктов, никаких сложных придумывать. Все легко. Вы знаете, вот в этот рецепт не стоит добавлять ни лук репчатый, ни чеснок, потому что крабовое мяско, оно очень нежное, а лук и чеснок будут его прямо перебивать. А вот так вот вместе с помидором, с сыром, с яйцом, и такой вкус получается сливочно-яичный. Такой приготовленный завтрак с лавашом можно даже назвать пицца. Чем-то напоминает пиццу. Посмотрите, здесь и сыр есть, и вот у нас начинка внутри. Обязательно надо добавить какой-то овощ, тогда будет сочность. Видите, как оно? Посмотрите, какое мягкое. А давайте попробуем вот здесь, где с краю корочка бывает твердовата. Давайте. Видите, вот я вилкой и отломала. Мне даже не пришлось брать никакой нож. Это здесь с краю, вот она, типа корочка. Но с краю, видите, я просто вилкой отломала. Пропеклось полностью, видите, со всех сторон. Вкуснятина. Готовьте со мной, кушайте, пока еще горячие. Такой завтрак с лавашом лучше кушать, пока он еще тепленький. А
А если у вас останется немного, то разогревайте в микроволновке. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось такое блюдо. Пишите комментарии, а я буду радовать вас новыми рецептами.